взрываться, это испугало всех. Потоки горячей нефти хлынули к окопам, где располагался штаб, и лишь чудом не залили командный пункт. Телефонные линии сгорели. Из-за дыма невозможно было дышать. В течение 3 дней Чуйков оказался запертым в огненной ловушке. Все это время командующий фронтом Еременко, находившийся на левом берегу Волги, не знал, жив ли Чуйков и где находится штаб его армии. Наконец, от Чуйкова пришло сообщение: «Мы там, где больше всего дыма и огня». Штабу вновь пришлось менять свое расположение, а немцы все усиливали натиск. 4 октября они захватили район вокзала, все больше прижимая советские войска к Волге. Спасла положение переправа в город воздушных десантников дивизии Виктора Желудева. 14 октября немцы предприняли очередное наступление. Основной удар наносился теперь в районе тракторного завода. Против дивизии Желудева, оборонявшей завод, действовали 3 пехотные и 2 танковые дивизии немцев. Командир дивизии Желудев с автоматом в руках сражался рядом со своими уцелевшими бойцами. На подходе к переправе была свежая дивизия Людникова, но до ее прихода нужно было продержаться. С территории тракторного завода немцы наносили удары по заводу «Баррикады». Лишь залпы «Катюш» с левого берега реки остановили их атаку. Однако немцы уже достигли Волги, разделив 62-ю армию на 2 части. В то, что Сталинград удержать удастся, уже не верил даже Чуйков. 16 октября, когда бой шел в 320 метрах от его штаба, в Сталинграде высадилась 138-я дивизия Людникова и вступила в бой в районе завода «Баррикады». Немецкое наступление вновь было остановлено. Гитлер был в ярости, что Сталинград до сих пор не взят. Из сообщения BBC, октябрь 1942 года. Сталинград поглотил гитлеровские армии. Польша была завоевана за 28 дней. За 28 дней в Сталинграде немцы сумели захватить несколько домов. Франция пала за 38 дней. В Сталинграде за 38 дней немцам удалось перебраться с одной стороны улицы на другую. Немцы называли военные действия в городе «крысиной войной». В ней нельзя было положиться на техническую мощь армии. Здесь солдат стоял против солдата и разделяло их 10-20 метров. Выигрывал в этой войне тот, кто был злее и изобретательнее, тот, в ком было больше мужества и воли, тот, кто был сильнее духом. К концу октября советские солдаты, глядя на пленных, заметили, что немцы перестали бриться и мыться. Отчасти сказывался недостаток воды. А ведь до Сталинграда немецкий солдат с овшами был большой редкостью. Бороться с паразитами немцев учили русские перебежчики Хиви. Одежду закапывали в землю, оставив на поверхности только ее край. Вши устремлялись наружу, где их и уничтожали огнем. Напротив, в советской армии именно в эти тяжелые дни выглядеть неопрятным стало дурным тоном. Вне зависимости от тяжести боев, раз в неделю каждый солдат шел в баню на берегу Волги и получал комплект чистого белья. Здесь, у реки, среди множества блиндажей, напоминающих ласточкины гнезда, солдаты знали, где можно починить часы и обувь, выменить хороший нож или мундштук. Именно здесь появилась знаменитая фронтовая традиция. Один солдат мог подойти к другому, дотронуться одной рукой до своего кармана, а другой до кармана приятеля и предложить: «Махнем не глядя». Отказаться было нельзя. Так окурок обменивался на портсигар, а зажигалка на пистолет или деньги. В ситуации, когда каждую секунду солдат мог потерять жизнь, цена любой вещи сводилась к нулю. 11 ноября. Последнее наступление Паулюса в Сталинграде. У завода «Баррикады» немцы достигли Волги и окружили дивизию Людникова, разделив 62-ю армию на 3 части. 138-я дивизия, или как ее называли, «Остров Людникова», 1,5 месяца в одиночестве защищалась в 200 метрах от Волги. Линия фронта проходила уже по городским кварталам.
Переправы, по которым шло снабжение войск, находились под постоянным огнем и днем, и ночью. Вскоре Волга начала замерзать, и суда уже не могли доставлять в Сталинград боеприпасы и продукты. Лишь самолеты У-2, навьюченные как верблюды, сбрасывали мешки с патронами и сухарями. Парашютов не хватало, и груз часто просто сбрасывали с малой высоты. Мешки с продуктами, ящики со снарядами ставили на плоскость и привязывали веревкой с распускающимся узлом. У штурмана вожжи. Он их дергал, и летел груз вниз, куда попадет. Но водку на парашюте бросали. Газ прибираем и кричим: «Иван, держи! Водка!» Летчики и штурманы делали по 12 вылетов за ночь. Однако обеспечить бойцов всем необходимым по воздуху было невозможно. Судьба последних защитников Сталинграда, казалось, уже была решена. Приближалась зима. От Балтики до Волги фронт обороны казался немцам неуязвимым. Союзникам, венграм, румынам и итальянцам доверили удерживать часть позиций на Дону. Считалось, что даже если советским войскам удастся взломать их оборону, серьезного кризиса не возникнет. Господствовало мнение, что русские едва ли в состоянии начать крупное наступление с далеко идущими целями. Однако еще в сентябре командование Красной Армии начало работу над планом полного разгрома армии Паулюса. Из района станицы Клецкой советские войска должны были нанести удар на город Калач. Им навстречу наступали войска Сталинградского фронта, замыкая окружение противника. Операция получила кодовое название «Уран». Ее должны были осуществлять 3 фронта – Донской, Юго-Западный и Сталинградский. Численный перевес советских войск был не таким уж значительным, и успех «Урана» зависел от мастерства солдат и командиров. Но неприятности начались еще до первых залпов. В ночь на 19 ноября перед днем наступления поднялась метель, видимость резко упала. Сталин подчеркивал: если авиаподготовка операции неудовлетворительная, то операция кончится провалом. Теперь из-за метели приходилось вообще отказываться от поддержки авиации. Однако откладывать «Уран» было поздно. На юге войска уже переправились через Волгу. Спрятаться в степи они не могли, но ждать хорошей погоды означало обнаружить себя перед противником. Утром 19 ноября в 8 часов 50 минут загремела артиллерийская канонада, завершившаяся залпом «Катюш». Обстрел велся в метель почти вслепую, но румынская оборона рассыпалась уже под первыми ударами танковой армии. Контрудар по наступающим советским войскам попытался нанести 48-й танковый корпус немцев. В районе Усть-Медведецкого произошел крупный встречный танковый бой, длившийся более суток. Немецкий корпус был разбит. Одна из его дивизий столкнулась с курьезным препятствием. Электропроводку многих танков перегрызли мыши. Дивизия находилась в резерве, и танки, стоявшие без движения, были выведены из строя таким неожиданным союзником Красной Армии. На сутки позднее началось наступление к югу от Сталинграда, и к операции «Уран» присоединился фронт Еременко. Под ударами танков оборона румынской 4-й армии рухнула едва ли не быстрее, чем на Дону. Войска двух советских фронтов шли навстречу друг другу с севера и с юга. Их еще разделяло значительное расстояние, а фланги все больше и больше растягивались. Метель затрудняла движение корпуса. Не было даже проводников. Разбитые селения обезлюдили. 22 ноября в сумерках к мосту через Дон у Калача подошел небольшой отряд из 2 рот мотострелков, 5 танков и 1 бронемашины. От захвата этого моста во многом зависел успех всей операции «Уран». Командиром отряда был подполковник Филиппов. Немецкая охрана моста не могла поверить, что в таком глубоком тылу могут появиться танки противника. Немцы приняли машины с зажженными фарами за своих. Когда охрана опомнилась, было уже поздно. Не взорвать мост, не остановить танки немцы не успели. С захватом моста советские войска обеспечили себе быстрое накопление сил на восточном берегу Дона для броска навстречу танкам Еременко.
На четвертый день операции «Уран» части Сталинградского фронта соединились с танковой армией Юго-Западного фронта в районе Советского. Кольцо окружения вокруг армии Паулюса замкнулось. Однако сам факт окружения не означал уничтожение противника. Паники среди немцев не было.